химичить и размещать ее в другом месте. То есть ее банили на Ютубе, в том числе здесь. That question, how were you feeling? When I asked you that question, did something change? Нас сейчас учат очень прикольным штукам на актинг-классах, где мы, актеры, да? Нам каждое занятие дают листочки, и там есть текст. Диалог между актерами. И нам нужно подписать inner monologue, то есть внутренний диалог под каждую строчку. То есть, условно, нам сейчас, например, раздали текст, где парочка встречается Нам сейчас дали текст, где парочка встречается в кафе. Он ее такой спрашивает: ничего не хочешь мне сказать? Она говорит: ты о чем? Он такой: ты выходишь замуж, я слышал. И она такая: ой, точно, я хотела тебе сказать, бла-бла-бла. Он говорит: а ты уверена, что ты вообще хочешь с ним быть вместе? Вы же так мало знаете друг друга. А она такая: а ты точно знаешь, где купить дешевые авиабилеты? Он ей говорит: ну, конечно, на авиасейлс. Она говорит: блин, здорово. Не пойду замуж за этого дурака, пойду за тебя. Вот, и нужно написать к каждой строчке inner monologue, что ты чувствуешь внутри. И условно я там написала: бля, о чем он говорит? У меня столько всего в жизни происходит, что я вообще не знаю, о чем он. И он такой: ты выходишь замуж? И я думаю: боже, я же выхожу замуж. И, короче, вот такие вот текстики очень важно подписывать, если ты актер или если ты директор. То есть прописывать какие-то такие тезисные штуки, чтобы актеру было легче изобразить какую-то эмоцию. И плюс ко всему нас учат манипулировать людьми. Это ужасно. Это ужасно. Я не такая. Я не манипуляторша. Правда, честно. Нас учат тому, что если вы работаете с актерами, обязательно нужно с ними сделать какой-то хэнгаут, выйти условно в кафе. Да, это актинг-классы. Нам нужно встретиться с нашими актерами где-то и провести короткую беседу, типа брифли просто. Чем он живет, чем он увлекается, его хобби, есть ли у него родители, умер ли у него кто-то, изменяли ли ему. Короче, каким-то образом нужно вытянуть эти штуки, чтобы потом их использовать. То есть, условно, когда будет какая-то роль, нужно сказать: подумай сейчас вот об той измене, о которой ты мне рассказывала. Я серьезно говорю. А помнишь, ты мне рассказывала, как ты обосралась в 5 классе? Вспомни этот момент сейчас. Gluten-free. Gluten-free? No, I was shocked because of the gluten-free. Pepperoni. Macaroni with the chicken strips. So sorry. Pacific veggie. Oh, it looks cool! It looks cool! Как же меня сегодня прополоскали в универе, ребята, это просто жесть. Сейчас я доем свой творог замечательный с бананом и расскажу. Меня просто прокатили на эмоциональных качелях 10 раз. Мы сегодня показывали наши скринплеи. Скринплей — это уже готовая 10-страничная, условно такая книга, в которой ты презентуешь свой фильм. Там в основном диалоги и всякие маленькие действия. То есть ты не можешь писать в своем скрипте, например, главная героиня чувствует усталость, чувствует грусть. То есть это все должно уже играться на площадке. Ты не можешь этого писать в скрипте. То есть ты в скрипте пишешь только бриф, что происходит. И нам должны через 2 недели уже дать green light. Green light — это когда вам говорят: да, ваш скрипт подходит, мы снимаем. Мой скрипт читают и говорят. Препод говорит: все, конечно, очень здорово, и всем одногруппникам очень понравилась история. Все очень здорово, но цель не совсем ясна. Непонятно, через какие препятствия проходит главный персонаж, чтобы добиться своей цели, и нет решения, то есть resolution, концовки, что типа изначально все было плохо, потом бац, что-то случилось, и все стало хорошо. Блять, но я не хочу это снимать. Я не хочу снимать, как все было плохо и стало хорошо. Я хочу больше сделать как новеллу, понимаете? И я горю этой идеей настолько, что я получила все разрешения на съемки, сделала полностью шот-лист и сделала полностью презентацию как только нам дали это задание. Как только нам дали это задание, я буквально через 2 дня у меня уже было готово все, потому что я дико горю этой идеей. Я очень хочу снять именно это, потому что это у меня вот здесь, типа, это болит вот здесь. Остальные ребята написали свои сценарии вокруг всяких интересных жанров, например, страшилки. То есть у нас есть 2 фильма, которые там, типа, чувак находит у себя дома старый
typewriter, старую такую машинку печатную, и все, что он печатает на ней, становится реальным. У него там умирает жена, бла-бла-бла, то есть он это все печатает, потом такой, боже, что я наделал. Второе, это как просто призрак разговаривает с главным героем. Главный герой просыпается ночью, его будет призрак, он в шоке, типа призрак отбирает у него телефон и говорит, а помнишь, как ты изменял своей жене? Он типа боится, но он прогоняет этого призрака, и вот типа все было плохо, стало хорошо. И он хочет, чтобы у всех были такие сценарии. Ну что, если у меня к другому душа лежит? И в этом пути мне очень помогла психотерапия, потому что в голове уже начиналось вот это. Ты недостаточно хороша. Если твой сценарий плох, это значит, что ты сама плоха. У тебя закончились силы, тебе просто пора сдаться и уже отпустить это и, не знаю, отчислиться, раз никто не хочет тебя слушать. Но с психотерапевтом мы очень много говорили про терпение, про отделение своей личности от работы. И самое главное, ребята, отказ — это не ваш личный приговор. И в какой-то момент у меня появилась мысль, которая меня спасла. При любом исходе все равно все служится самым лучшим образом из всех возможных. Ну, потому что я всегда делаю свой максимум. Тем более, что мы уже начали доверять процессу. И я переписала свой сценарий 1 раз, 2 раз, 3, потому что теперь у меня есть опора внутри. И если вы сейчас тоже находитесь в какой-то такой точке, где вы хотите просто все бросить и сдаться, возможно, вам не нужно больше стараться. Возможно, вам просто нужна поддержка. На сервисе онлайн-психотерапии Ясно работают специалисты с профильным образованием. У них на сайте вы найдете анкету, где укажете темы, которые хотите обсудить, подберете метод терапии, любое удобное время сессии и начнете этот потрясающий путь становления взрослым, рассудительным человеком, который не впадает в полярное состояние, а медленно и верно идет к своей цели. Главное, спокойно. По моему промокоду MADRID25 вы получите скидку 25% на первые 2 сессии. Вводите его при регистрации, и такая акция действует до 15 апреля включительно. Я плакала, когда вот он говорил, что idea is not clear, I can't understand the obstacles, the goal of the protagonist, и я такая просто сижу, и у меня начинают литься слезы, потому что я уже даже пельмени купила. Ну, типа, для моей съемки нужны пельмени. Неважно, это все потом. И я очень сильно расстроилась. Я просто 2 часа вот так вот сидела. У меня не было эмоций абсолютно. И я подошла к нашему директору, который очень снисходительный. Он слушает всех, он слушает каждую идею. Ему просто важно, чтобы человек учился и реально горел идеей. Категориями он не мыслит. И он мне говорит, слушай, попробуй с ним 1 на 1 поговорить. И вообще, говорит, через неделю у вас будет director's statement. Для чего мы делаем этот фильм? И это не одно предложение, это мы на целую страницу должны расписать, почему мы хотим сделать именно этот фильм. То есть мы не можем от балды, типа, что-то снять просто. У этого должна быть идея, потому что иначе фильм просто получится отстой. А у меня-то там 3 страницы я напишу. И меня так замотивировало этот director's statement, что я написала вот такое письмо нашему преподавателю по скринрайту. Я туда приложила все свои презентации, все свои пермиты, разрешения на съемки, все страховки. Я просто надеюсь, что он это прочитает и подумает, какая же она ёбнутая. Разрешу ей снимать эту хуйню. Лишь бы все получилось. Мы с моим одногруппником Аму в последнее время очень жестко подружились. Это парень из Японии. И он мне рассказал, что его папа владелец очень крупной сети ресторанов в Токио. И когда я ему сказала, что я фуд-блогер, он меня позвал вместе с ним как-нибудь съездить в Японию, чтобы он показал мне локальные места и, конечно же, сводил в ресторан своего папы. Let's go break in some places. Lisa, Ah, give me money. Yuvi said that he will show me the best Indian place in Los Angeles to eat Yeah, this. let's go to fucking Artishakas. This is the best ever cologne. Use it. 1, 2, 3. No. У нас breakfast call, вот такой breakfast call у нас. Чешки до сандали, как говорится. Бананы. О, квест.
Have you ever tried the Bear Bells? Bear Bells are the Yeah, best. I have tried it. What is it? There's cream cheese, With the strawberry. strawberries, like you told, I don't know. It's omelette and bread. Ah, omelette and bread. Wow. There's banana, blueberries, And grapes. grapes, cotton candy grapes. Best one. Wow. Everything is spicy. Everything is spicy. Thumbs up. Good morning, AD. И вот мы уже приехали на съемки. Кстати, если вы задавались вопросом, правда ли то, что американцы ходят по дому в обуви, многие да. Но, конечно, есть исключения, и мы не одно из них. I've already wasted so much time with them. Not You've been a little And we will control these lines and put there where the thing, and this will be. Oh, yeah, 'cause they this know, yeah. frame Oh, is yeah, very no, but they don't comfy. even like Looks it. like- You know, but How- I can't show. That side, that How side. much more? Look, how much more? It's better. You mean how much what? Can you please turn it this way? Okay. Yes. The bomb could go off and the mutant genes would form the same clique. You're a nice guy, and I just don't want to see you get hurt. You call me a bastard, an old bastard. Record this. Record this. So it already says alarm code. Okay. You understand? So when we see Manny looking at his thing in the beginning, Draw a damn diamond. Please. God, no. Hey, go home early. Yeah. You smoking again? No, it was just one. Misión imposible. Pupusas. Son pupusas. hold room tone, take one. That's it. That's a cut. And That's a wrap. That's a wrap. Ребята, пришло то, чего я так ждала, наверное, недели 2. Это самая долгожданная посылка в моей жизни. Это посылка из Муджи. Кто помнит мои японские влоги, я обожаю магазин Муджи. К сожалению, там нельзя купить их легендарный вот такой вот матча хлеб в роллах, потому что, это просто не доедет, наверное, испортится. Мне пришли потрясающие просто японские носочки. У них продолжительность жизни больше, чем у среднестатистического человека. Они реально год в отличном состоянии. У меня уже все эти носки закончились давно. Но это не самое главное. Вы что думаете, я носкам так радуюсь? Я что, сумасшедшая, что ли? Такая мини-бутылочка. Я, если честно, думала, что она больше в 3 раза, но... Вот такая вот бутылочка с иероглифами. И я не знаю, что туда наливать, она же очень маленькая. Может быть, Кока-Колу Zero. Может быть, матчу горячую, например, кстати. Или кофе, потому что я много кофе не пью. Вот такую вот штучку налил себе, я горяченькая, и пошел. Лиза, меня этот ящик с сидором просто убивает, нахуй, если честно. Кстати, У нас еще квартира, как будто мы к войне готовимся. Какой-то, знаешь, типа консервы. Пиво, блядь, что этих. Морозилка вот до сюда, блядь. Там хлеба, блядь. Туалетная бумага, это нахуй огромный мешок. мне пришла кастрюля. Кастрюля! Мы в ней будем с вами готовить суп сегодня. Японский суп, у меня есть все ингредиенты. Хот-пот будем делать. Но это не настоящий хот-пот, потому что хот-пот, он прямо подается на огне. Мы будем делать просто суп а-ля хот-пот. Сейчас мы как с вами забубеним японского супчика. Такой бульончик. Заебись.
Вот, кстати, пак-чой, если он замороженный, лучше всего это работает в супах, потому что он становится после заморозки, да, жухлый и все такое, но это вообще никак его не портит именно в супе. Ух ты, блядь, а что так холодно-то? В морозилке, что ли, лежала? Ну да. Слушайте, уже даже аппетит как-то разыгрался. Знаете, я вся пахну куриным бульоном. Роскошно. Это тебе не зелинский розен. Обычно хот-пот готовят прямо за столом. Каждый добавляет ингредиенты в кипящий бульон и ест сразу. Мне очень нравится эта еда за ее простоту. Тут нет ничего тяжелого. Только легкий бульон, свежие овощи, немного мяса, лапша, тофу. Такие супы очень приятно ощущаются организмом. Они почему-то всегда создают ощущение уюта. Немножко ягодок годжи. Добавляем. Запускаем вот эту бомбу. Лапша пошла. Бамс. Бамс. Оно очень быстро варится, поэтому надо прям успеть его выловить по-хорошему. И по-хорошему еще сфоткать. Хочу. Ой, лапша очень быстро приготовилась. Надо ее спасать срочно. У меня еще есть соус для корейского барбекю. Да, это разъеб. Ребят, очень резкое включение. Сейчас будет очень внезапный деп. Короче, Ева приехала, я ее встретила, меня трясет, меня мандряшит. Я такая на полном серьезе говорю: Ева, меня что-то аж потрясывает. Чуть не въебалась, пока заехали. Лиза такая едет на машине, случайно нажимает на газ вместо тормоза, вот так вот тормозит тут. Ева! И вот так что-то меня потрясывает. Ай, разделываю как стейк в брестике. Сижу на веранде с Евой. Люблю тебя так же сильно, как и в день первый. Короче, я хотела вам показать. Смотрите, какая крутая просто зона общая. То есть Ева тут живет, у нее там комната. И здесь общая зона, где можно типа что-то готовить, посуду мыть. Супер. В посудомойке. И вот тут можно сидеть, чилить, работать. И очень красивый вид. Тогда это очень хороший район. Это Silver Lake, bitch. Period. Задумалась, может продлить это? Продлить? Подожди, ты еще в комнату не заходила. Вдруг ты найдешь сейчас, а там 12 стульев. Смотрите, просто рай ОКРщика. Кровать и просто... И просто рак. Встал, руки помыл, обратно лег спать. Ев, вот еще очень хороший экспонат. Можно, не знаю, поправить на потолке что-то. Вот. Ага. Мы можем, кстати, спуститься, потом пойти руки помыть, лечь, поспать. Короче, у меня уже первый подарок на день рождения. Мне Ева подарила. И что тебя не видно в зеркале, не переживай. И там просто Ева в компрессионных чулках. Это запрещенный контент. Первый подарок. Я очень хотела эту вещь, потому что я увидела ее у одной японской блогерши, и я влюбилась. Не в блогершу, в эту вещь. Ну, блядь, я надеюсь, она рабочая. Если она, блядь, не рабочая, мы заставим ее работать. Я умею заставлять людей работать. Такая малышка, вот такая, смотри, как удобная, кстати, очень компактная. Она такая маленькая, думала, что она капец большая будет, потому что у меня с собой еще есть пленочный вот такой котик, и еще у меня есть тоже камера, если что. Посмотри, какая она милая. Да, сегодня? А Оскар сегодня? А что? Пойти, что ли, хочет? Извините, я пока что еще до такого уровня не дошла. Я с этой, блядь, с Неолей, ты не знала? Ты с Неолей? И я с Неолей, а с Ненастей?
Короче, дорогие друзья, первым делом, естественно, нужно в любой поездке в Америку идти в Ереван. Припарковались. Смотрите, как я припарковалась. Это просто, ну, я считаю, что это мастерство высшего пилотажа. Но вчера... Пойдем. А что она не закрыта? Нет, а что она горит? Дорогая моя, экономим электричество. Мне вчера повесили вот такую штуку. You parked like an idiot. Да, чтобы потом кому-нибудь еще... Короче, это карточка. А Таня сказала, что ей приклеили просто на все лобовое стекло огромную вот эту наклейку. Да, и она ее сняла, и остался след от клея, и она ехала всю дорогу вот так. Да люди сумасшедшие, это им к мозгоправу надо. Ребята, смотрите, я увидела пирог, чисто как в мусе, только у нас вишневый, а здесь голубичный, он просто один в один. Мы, короче, с Евой взяли вот такие вот наборы, у Евы с рыбой, а у меня с вонтонами куриными. И обязательно новый смузи. Смузи. Это пиздец. А сегодня у нас уже новый день, новые планы. Мы сегодня приехали в Сильвер Лейк. Мы сегодня будем исследовать этот район полностью. Я здесь никогда не была вот так, что прям на весь день. Я чисто проезжала, и я смотрела на все эти магазинчики по бокам и думала, боже, я просто хочу сюда как-нибудь приехать и провести здесь 24 часа. И вот сегодня тот самый день. Мы с Евой. Медленный подкат. Вот, мы с Евой пришли. Сейчас мы ждем наш замечательный завтрак. Ты не ела ничего сегодня еще? Специально. А я булку, если честно, съела с утра с шоколадом. Грешок. Ну, я встала в 6 утра. Да, у меня перед тренировкой, мне можно. Ребята, посмотрите, как красиво, я в шоке. Во-первых, вот такие вот френч-тосты нарисованные. Во-вторых, вот такие вафли, Black Sesame, это с кунжутом. Потом вот такие напитки, это же жесть. И это причем все безалкогольное. И вот это signature кофе, Honey Bee, боже, меренговая аффогата. Ебанешься. Смотрите, здесь еще есть и обычная еда, и она тоже нарисована вот так вот очень красиво. Надо в мусе тоже все нарисовать. Взяла себе какую-то хуйню. Ну, в плане, я вообще не знаю, что это. Сказали, что там кофе. Я такая, ну тогда давайте с кофе. А сырная пенка похожа как будто бы, да? Это сердечный приступ, если через 5 минут просто. Сладко? Нет, кофе очень много прям, знаешь. Кофе? А ты много пьешь еще? Я пью 1 кружку в день, но сегодня я уже пила кофе. Это моя вторая. Так что, друзья, держитесь. У меня уже руки трясутся. Меня что-то немножечко потрясывает. Ребята, это законно. Это, короче, с кунжутной пастой. Сверху кунжутная посыпка. Это такой типа мотти из водорослей, как вараби мотти. Мороженое и вафля. Так это мило, не могу в этих шортах. За час мы с Евой прошли 5 магазинов. Сильвер Лейк — это район, где ценят локальное производство. Здесь много небольших магазинов с посудой, декором для дома и всякими предметами интерьера, созданными мастерами местными и дизайнерами. Почти все от небольших керамических пиалочек до текстиля производится локально и продается в маленьких независимых лавках. Это делает район особенно атмосферным. Ла Мода, твой гид по стилю. Ла Мода, только подлинные товары. Очень мило район выглядит, прям знаешь, такой, как будто это не Америка, это что-то другое. Да, Ева думала, что Америка вся вылизанная, тем временем первый наш день, короче, мы едем, сидит женщина на лавке и просто разговаривает с какой-то тенью, да? Она зрите такая, и потом Да-да-да, она сначала слушала призрака, такая, а потом начала с ним ругаться.
Тут в этом районе очень много вот таких локалок, как я уже сказала. Очень много вот таких локалок, как я уже вам сказала. И видите, все прям, ну, не покупное, да, не на заводе, грубо говоря, производится на огромном, а где-то здесь локально делается. И здесь вот, например, смотрите, чили-масло вот такое, потом какая-то сальса масала вот такая вот, очень это все интересно, конечно. Что это? Blueberry preserves, короче, какой-то джемик вот такой. И очень много вина, я заметила, здесь в этом районе как будто очень любят пить вино. Мы с Евой сегодня зайдем в один магазинчик, круче, чем этот, и там очень красивые бутылочки вина. Я хочу одну купить и сегодня немножечко дябнуть. Смотри, какая красивая камбуча. Я, короче, вот человек, который жестко падки на, типа, упаковку. А смотри, какой хумус, homemade хумус. Ну это же вообще, они молодцы. Собственное производство нужно поддерживать. Пойдем отсюда. Также этот район давно притягивает всяких художников, музыкантов, дизайнеров, поэтому здесь сформировалось такое сильное творческое комьюнити. Многие мастера живут и работают прямо в районе, открывая свои студии и мастерские. И вообще этот район называют хипстерским. И судя по тому, какие здесь люди, это абсолютная правда. Слушай, это реально пахнет бабушкиным огородом, бабушкиными томатами. Это шоколад, прикинь, со вкусом морской соли. Ой, я люблю такое. А вот это шоколад со вкусом как раз кунжута, какао и нипс. Нипс не знаю, что такое, но производство Мексика. Или вот такие gummy bears. Надеюсь, они хоть без грибов, блядь. Знаешь, когда написано Калифорния gummy bears, ну, типа, сомневаешься, да, есть тебе такое или лучше это посторониться. Мы изучили весь Сильвер-Лейк вдоль и поперек, и, как я и обещала, в конце трипа зашли в модную винную лавку. Ой, как красивенько, елки зеленые. Смотрите, тут есть какой-то прикольный очень мандариновый сок. Вот такой вот тангерин физ. Здесь можно вина купить, а потом вот в этой вот морозилке взять пиццу. И дома разогреть это все и поесть. Очень мило выглядит. Это тунец, прикинь. Испанский лимон какой-то. Выглядит очень круто. Я, по-моему, видела его в Ереване. Он в Ереване продается, вот этот тунец. Очень смешно, короче, мы заходим в этот магазин, покупаем вино, и Ева начинает доставать свои деньги. И я говорю, не-не-не, говорю, убери, пожалуйста, я оплачу. Она говорит, а почему? Валь, что ты копейки дрочишь? Я говорю, ну моя же идея, чья идея, тот и платит. И Ева говорит, так же я всю неделю без идей просто. Ребята, мне только что написал препод. У меня гринлайт. Я вчера плакала на его уроке, потому что вчера он мне говорит, Лиза, нет, опять твоя идея не ясна, все непонятно. Я заревела, и я говорю ему, мне кажется, вы меня ненавидите, потому что я переделала диалог. Был плохой диалог, типа, ну, негативный. Я его переделала в позитивный, и вам опять не нравится, и я не знаю, что вам от меня надо. И я заплакала, и все меня поддержали в классе, говорят, ну, блин, ну, у нее очень хорошая сцена, ну, чё вы, чё вы? А он такой, нет, я переделала 5-й раз, я себя всю ночь переделывала свой сценарий, и утром он мне пишет, у тебя гринлайт. Can I get this Hojicha latte? Hojicha latte. And which one is your favorite from this? I would say I like the Nutella one.
But it is with nuts, yes? I have an allergy. But it is with cream cheese, it is with the traditional Korean, yes? Yes, this one touches us. This one. This one? Yes. Короче, тут можно попробовать традиционные корейские десертики. Можно взять целостные, то есть прям большими кусочками, а можно взять сэмплы. И вот я взяла сэмплы. Их, к сожалению, можно только в заведении попробовать, но мы никуда не торопимся. Я очень люблю хадзичу, мне плохо. Первый вот такой вот кексик, он с крем-чизом и фигом. Это инжир. Пахнет офигенно. Да ну чё? Так нельзя. Дальше вот какая-то такая фигнюшка, как будто какой-то фрукт с маслом и орехом. Это офигенно. Дальше вот такая штучка. Это как сушеная хурма с грецким орехом. Дальше какие-то вот такие чипсы. Об этом можно зубы сломать. Перед тем, как я продолжу писать свой сценарий, я хочу вам показать посылочку из Сайдера. Это мой любимый магазин, который в Америку доставляет. Что-то типа Эйсоса, но там как будто более хайповые шмотки. Пока что мне пришла только одна вещь, но я просто влюбилась в нее. Это вот такая вот кофточка. Боже мой, она офигенная. Сейчас, правда, в Лос-Анджелесе сегодня 32 градуса. Кофточка немножечко, блядь, опоздала. На прошлой неделе было 16 градусов, а ночью 4. Такая. Тепленькая, хорошенькая. Как раз для 33 градусов. С самого начала казалось, что что-то не то, но продолжаем. Все хорошо. У меня какой-то сейчас жесткий личный перенос случился. Я прям свою историю какую-то рассказала. Очень непонятно. Ну ладно, это все не I lost 75 pounds. I lost 75 pounds. You're sorry. You're sorry. After I waited for you, no, not just 3 years, my entire life. After I planned out our after I based my entire concept of self-esteem on the fact that you are willing to marry me, and now you are sorry. Thank God my parents are dead. This would have killed them. I'm wearing a wedding dress that you picked out. I highlighted my hair because you said I needed shimmer. I loved you and believed you and tried to pretend that to not notice all these strays and things. I thought you could just change my life and show me the whole world and teach me about art and life and magic. And I thought you could make me feel like a beautiful woman instead of the girl nobody wanted. Короче, все, мы сейчас играем уже наши сцены на камеру. Я выложу то, что у меня получилось в Телеграме. Обязательно подпишитесь. Я когда смонтирую это все, я выложу, потому что нам должны быть флешки с нашими записями. Сейчас все репетируют, короче, мы подготовили даже некоторые пропсы, типа, подходящие под ситуацию. Посмотрим, что получится. Go get some tools and get a water bottle so we can get these weeds up. Don't give me no lip. Go get it. It defines all morality, all sense, all reason. What are you doing here? We gotta talk. Now? I just thought you could change my life.
and show me the whole world. And make me feel like a beautiful woman instead of the girl that nobody wanted. Okay. I hate you! Oh. They were so lovely. You got there. That was really lovely. Вау, это разъем. После такого потрясающего завтрака нужно растрястись, и мы не нашли решения лучше, чем поехать в самый страшный парк аттракционов Америки. Снова мысли, заметки Лизы Мадрид. Мы вообще с вами в последнее время, я заметила, вот последние, наверное, полгода, я очень мало разговариваю конкретно на тему, не знаю, своего внутреннего ощущения и бла-бла-бла. Я в основном, подождите, меня это в зеркало бесит очень. В основном последнее время я делала акцент на делах, то есть, типа, я сделала то, я сделала сё, там, кафе, мафе, съездила туда, и почему-то очень мало моих мыслей стало во влогах, и я решила это исправить. Я недавно разговаривала со своим другом, который жил здесь, в Л.А. Мы обсуждали Лос-Анджелес в целом, как город. Вот я здесь уже живу сколько, 3 месяца, и у меня есть некоторые выводы. Мы с ним обсуждали, и он делился своими впечатлениями о том, что ему здесь скучно. Для него Лос-Анджелес, сравнивая с Нью-Йорком, это прям такая деревня-деревня, где нечего делать. Это на самом деле в какой-то степени правда. То есть если ты выйдешь здесь после 9 вечера на улицу, ты не встретишь никого на улице. Даже на какой-то самый оживленный просто 0 народа. Ну, типа там какой-то калека, не знаю, стоит на улице, не знаю, скорее всего, это бездомный. Тут такой вайб, что действительно нет вот такого вот движа. И если Нью-Йорк — это что-то больше про Европу, то есть ты действительно выходишь там там есть улица Сохо, да, и вот там всякие итальянские рестораны, французские рестораны, ты идешь среди этих ресторанов в любое время дня и ночи, куча народу, со всеми можно познакомиться как-то, ну, не знаю, в общем, движ Париж. А здесь, в Лос-Анджелесе, такого нет. Тебе нужно знать прям тусовки, знать вечеринки, куда можно прийти, всякие мероприятия, ивенты. Их здесь много, но тебе нужно быть в определенной тусовке, чтобы, собственно, принимать участие в этих всех вечеринках. И тут в Лос-Анджелесе жизнь очень размеренная. Например, сегодня у меня был выходной. Я поехала на машине в торговый центр. Я приехала очень рано, за 2 часа. Я просто сидела в торговом центре, пила матчу из Ла Ла Ленда. Сидела и смотрела на девчонок, которые просто идут, просто болтают. Скорее всего, они идут, не знаю, куда-то в парк посидеть. Потом они пойдут в тот же самый Бренди Мелвилл, в который я пошла, магазин одежды. Просто вот так вот и проходит весь день, знаете, спокойно, размеренно. Что-то сходили на фермерский рынок, купили свежих фруктов, в Орегоне взяли смузи. И, в общем, здесь вот такая жизнь. Я конкретно со своей колокольни буду говорить. Я человек, который очень много работает. Очень много. Я не могу без работы. У меня трудоголизм, и это болезнь. Это очень тяжелая болезнь, которая... Все заканчивается тем, что я просто могу лежать весь день вот так вот на кровати, и мне очень плохо, у меня прям дереализация, я не понимаю, что происходит. Куча мыслей в голове. И Лос-Анджелес в этом плане мне очень помогает. То есть вот этот сегодняшний размеренный день, когда я просто попила матчу, не знаю, съездила, помыла машину, погуляла бесцельно просто по магазинам, вот так вот посмотрела, что продают, чем торгуют. Вот именно для моего ритма жизни это супер подходящий город, по крайней мере, на данном этапе. Пока мне не скучно, пока все хорошо. Я научилась
перекладывать еду из контейнера, в котором уже типа сутки, да, вот еда, которую вы берете там в ресторане, берете ее в контейнере, несете домой. Я научилась перекладывать эту еду в тарелки. Типа, я этого не делала раньше. Я настолько бежала везде и всегда, что просто вот стоит эта тарелка крафтовая, я просто беру ее, она уже вся, знаете, в подтеках, в масле. Я начинаю это фигарить, вот так поставили, чай налили, не перемешали, он такой весь некрасивый, с пакетиком, с каким-то рваным куском лимона. Я его выпила и побежала. Я больше так не живу. У меня наладилось как будто от этого, от того, что я все стараюсь визуально сделать для себя красивым. Не знаю, добавить какой-то магии, добавить аккуратности в каждое свое действие. И из-за этого моя жизнь начала очень сильно налаживаться. Появился порядок в голове. Я четко знаю, что я хочу сказать. Я четко знаю, с кем я хочу встретиться, с кем не хочу. Я могу просто рандомно вечером захотеть поехать, не знаю, на пляж. И я поеду на пляж, просто посидеть 20 минут, почитать книжку, и вот так вот будет у меня настроение, вот такое. Это просто вот моя жизнь до и моя жизнь после. Это вот так. Конечно, это не только заслуга Лос-Анджелеса, это еще заслуга и психотерапии, и просмотром хороших фильмов, да, это все вкупе, вот это все визуалы, я это все черпаю. Но, в общем, Лос-Анджелес дополняет всю эту картину. Лос-Анджелес только помогает мне вот в этом всем пути, и меня это очень сильно радует. Я купила себе мясо сегодня в Оревоне, ребята, это кошмар. $15, 1200 рублей за 8 кусочков вот такого вот мяса. Ну, не зря же мы работаем, да? Зачем туда работать, если не покупать себе мясо за 1200? Вот такие вот мюсли Стэтхэма. Всем спасибо. A few moments later. Еще вспомнила пример. Я не знаю, есть ли среди моих зрителей такие люди. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, если вы сталкивались с такими же проблемами. Раньше я могла мыть голову, не могла, я мыла голову вот так. Я просто захожу в душ, я ее намываю, параллельно я думаю вообще о чем-то другом. Я вот так быстро мою, а потом раз что-то там зубы почистила, побежала. Сейчас я захожу в ванную, я смотрю, у меня есть скраб, оказывается, для тела. Я начинаю мыть голову, я промываю тут, промыла тут, вдумчиво, знаете. Это так помогает сконцентрироваться на жизни в целом. Все становится, я не знаю, четкое, короче. Вот я даже как будто начала видеть мир вокруг себя четче. Он не просто вот такой вот вибранси размытый, все вот такое вот быстро. Все очень как будто с чувством, с толком, с расстановкой. Вот было у вас, вот сталкивались ли вы с такой проблемой, что все время мысли где-то не там, и вы как будто жизнь не живете? Я вот последние, наверное, 2 года, вот как я кафе открыла, вот я помню, это был пиковый момент, когда я открывала кафе, мне нужно было открыться буквально за 2 дня. И за 2 дня я сделала столько дел, сколько обычные люди, которые любят себя, уважают свой отдых, они бы сделали это за месяц. А я 2 дня просто как бешеная, и я помню, я не могу уснуть, потому что у меня белки вот так вот бегают, вот так вот. И я не понимаю, как уснуть. И вот тогда это и началось, потому что мой организм, моя психика восприняла это как челлендж, восприняла это как вызов, что я ж так сделала 1 раз, значит, я буду так жить. И вот так я и жила все эти годы. И где-то год назад у меня выходил ролик, что я поняла за 25 лет, и там у меня уже были проблески. Тогда я уже говорила о том, что бесконечные цели и бесконечные результаты, они не приносят никакого удовольствия настоящего. А именно когда ты take advantage и получаешь удовольствие, pleasure, так сказать, от всего, что ты делаешь, то и результат становится лучше. Это все, что вы могли сделать на данный момент. Это все. Вы сделали свой максимум. И от этого очень спокойно. Блять, я не знаю, как это описать. Это потрясающе. Мне так гораздо больше нравится жить. Я перестала ходить на беговую дорожку. Я бегала как сумасшедшая в том году, я помню, каждый день почти. Сейчас я хожу на горячую йогу, и иногда я могу вообще выбрать, типа, slow flow йога. Это когда ты спокойно прям занимаешься без усилий. Но даже на скульпт-йоге, которая интенсивная, я больше не жду, когда закончится уже время. Я не смотрю вот так каждые 5 минут на телефон, такая, боже, прошло только 2 минуты, ощущение, что я уже полчаса занимаюсь. А я концентрируюсь на своих действиях, на том, что я сейчас делаю. То есть, условно, если я там поднимаю гантели, я начинаю
чувствовать вот эту вот пульсацию в руках. И я чувствую силу, не усталость, и не то, что меня это уже изнуряет, а я чувствую силу, я думаю, нифига себе, какая я сильная. И от этого я не замечаю, как пролетает быстро время в зале, ну, на йоге. Потому что я не ищу смыслов. Я перестала как будто искать смыслы во всем, в каждом действии, там, типа, знаете, смысл в прогулке. А раньше всегда искала, типа, какой вот смысл, мы сейчас просто идем, нам нужна какая-то конечная цель, там, например, какая-то пиццерия. Я, честно, не знаю, как от этого избавиться, вот у меня нет какой-то определенной методики, но я просто это в какой-то момент почувствовала. И там уже мой мозг начал сам варьировать, что мы будем с этим делать. И вот как-то само пришло, поэтому как будто... Отправная точка и такой важный толчок — это именно осознание вот этой проблемы. Теперь точно все. Наверное.